Всем привет! И добро пожаловать на канал Павел Саныч, где мы разбираемся в компьютерном железе, периферии и гаджетах. Сегодня у нас будет видео, которое я, наверное, назову что-то типа «Лучшая бюджетная БУ сборка в 2026 году для Full HD», ну или как-то так. И в этом видео мы с вами соберем действительно все еще актуальную сборочку и при этом достаточно дешевую. Так что присаживайтесь поудобней и поехали! Итак, после небольшой паузы, которую я выделил на все свои проекты, мы с вами встречаемся снова в сборке. Но не в рамках проекта КПК, как прошлое видео и многие из них, которые вы, кстати, сейчас можете посмотреть по подсказочке в правом верхнем углу. А в прошлом видео многие спрашивали у меня, что с оперативой, почему у нее такие задержки, но почему-то никто не обратил внимания на частоту процессора в AIDE. Я, кстати, тоже не придал этому значению, цель была сделать максимально быстро монтаж, и я просто не обратил внимания. Во время бенчмарка AIDA почему-то держала частоту процессора в районе 800 МГц, это даже не минимальная рабочая частота, и поэтому были такие дикие задержки. На саму работу это никак не влияет, в AIDA, конечно, тесты получились просто шляпа, но в дальнейшем, надеюсь, этого больше не повторится, так что извиняюсь заранее за такую ошибку. В этом видео я буду указывать цены, вы можете сказать, что это дорого или это недорого. В любом случае, я думаю, что вы скажете, что это дорого и что вы соберете за 5 копеек и еще останется на 50-90 супер. Давайте цены, это будет что-то такое субъективное. Я буду говорить по поводу своего рынка, он достаточно маленький. Это все в любом случае будет для вас, для любого человека дорого. Я и сам знаю, сейчас цены прям ужас, особенно на вторичке. И перекупы охуели. Особенно с SSD и оперой, так что вы можете взять подобные комплектующие и собрать такой же комп, если правда сочтете это актуальным. А для меня это будет самая актуальная сборка в данном бюджете, и повторюсь, это только мое мнение. Давайте к самой сборке. Начнем с нашей основы, а это у нас вечная наша AM4, тут у нас B450 Aorus Elite, это, как по мне, самая жирная материнка, которая есть в принципе на рынке. Кто-то любит, конечно, Aorus гигабайты, кто-то не любит. Пока что я, в принципе, ими доволен. Сюда влезет у нас хоть 5800 X3D. Надо это или нет, скорее нет. Почему? Потому что его цена, как по мне, сильно заоблачная. И за эти деньги можно, в принципе, собрать что-то по минимуму на платформе AM5 уже. Но для нашего процессора это за глаза. Даже перебор. А наш проц будет 3600 XT. Это тоже 3600, но у него на 200 МГц больше. В бусте 4.5 вместо 4200, как у 3600 обычного. Архитектура также Zen 2, ТДП до 100 Вт. Прирост не сказал бы, что значительный, где-то в районе 5-7%. Надо оно или нет, скорее всего нет, поэтому 3600 будет более актуальный. В перспективе в нашу материнку можно будет засунуть 5600, если есть возможность найти такой процессор по сладкой цене. У нас цены взлетели вверх, как я уже сказал, перекупы. И 5600 БУ у нас стоит сотку вечно зеленых, а это, как по мне, дороговато. Хотя и этот комплект, я не могу сказать, что я его купил дешево, просто хотелось попробовать 3600 XT вместе с этой материнкой и нашей видеокартой, о которой я поговорю чуть позже. Взял я его дороговато, как я уже сказал, за 150 баксов. И это без оперы и воздуха. Просто дорого, жесть. Оперу, которую я изначально заказал, а это G-Skill RipJaws 4, я решил ее не ставить, потому что стоковая частота у нее 2133. Но это единственная опера, которая продавалась так дешево, как я уже упоминал, перекупы охуели, и мне досталась эта опера за конских 50 баксов. А решил ставить чуть-чуть другую. А эту я выдернул из комплекта, который купил для проекта КПК, который будет в одном из следующих видео. Так что подписывайтесь, ставьте колокольчик и прочее, чтобы не пропустить следующее видео. Тут у нас две планки HyperX, он же Kingston, по 8 гигабайт. В стоке 2666, тайминги 16, 18, 18. Они у нас красного цвета, так что спортивные и плюс 5 к скорости или частоте в нашем случае. Сейчас собрать ПК даже на DDR4 у нас крайне сложно. Рынок достаточно маленький и дешево купить память, будь то HyperX или что-то поинтересней, крайне невозможно. Вот этот комплект с частотой 2666 можно найти отдельно от 70 бачинских, и то если повезет.
А точнее, скорее всего, вы его купите за стольник, а это вообще, если честно, не смешно. Особенно если смотреть в сторону уже 32 гигабайт, новая по цене $300 и выше, то, наверное, уже надо смотреть скорее на DDR5. Там хоть разогнаться есть куда по процессорам и прочему. Напишите в комментариях, сколько у вас стоит память, а у нас реально на это можно сейчас сделать неплохой такой бизнес. Следующее, что я хотел бы отметить, это у нас корпус. У нас он от компании First Player под названием VD5. Это что-то наподобие VD40, наверное. Как я уже говорил, у нас часто можно купить новый корпус по скидону, и получается немного даже дешевле, чем БУ. Этот корпус мне достался за 40, а на БУ рынке подобные корпуса стоят от 30 и выше. Ну, плюс еще доставка. От магазина до дверей доставка бесплатная, так что я переплатил $5, зато получил абсолютно новый корпус. Как по мне, очень даже приятно за вот такую вот вещь. Разбирать я его сейчас не буду. Сделаю подсъемы, как оно все выглядит. А спереди у нас съемная вот эта панель с деревянными вставочками. Кстати, вставочки тоже съемные. Они как-то прикручиваются, разбирать я их тоже, наверное, не буду. Но зато вы знаете, что их можно снять, если вы захотите. Переднее стекло у нас на быстросъемах. Заднее у нас на баранах. Если честно, когда я первый раз снял заднюю крышку, я понял, что немножечко с резьбой они прогадали, и она немного такая подслизанная. Сверху у нас спокойно влазит 360 вода, спереди вода 240, либо два вентилятора по 120. Также можно две вертушки засунуть сбоку, либо воду, опять же, 120. И если сильно уж очень захотеть, то, наверное, как минимум 2, а то и 3 можно поставить снизу. Надо это или нет, скорее нет. Ну, а почему бы и нет? Кто-то, да, я думаю, сюда это засунет. Ну и, понятное дело, один вентилятор сзади. Итого у нас выходит 11 вентиляторов, влазит в этот корпус. Надо оно, не знаю. Странно, 11 вентиляторов в такой корпус засовывать. По крайней мере, в наше железо точно не надо. Корпус очень интересный, красивый. Я опять захотел новый корпус поставить такой же себе. Но пока что воздержусь. В комплекте у нас также идут винтики, правда, серебряные, не знаю почему не черные, поставили серебряные, но у меня есть, слава богу, черные. А сверху на верхней панели у нас два разъема USB, один обычный, другой 3.0, кнопка перезагрузки, кнопка LED и сама по себе, понятное дело, кнопка включения. Еще у нас есть вот такой вот воздух от PC Cooler под названием RZ400V2. Давайте мы его сейчас скроем, потому что он абсолютно новенький и весь в пленочке. Упаковано все это очень даже аккуратно. Все переходники и прочее вот здесь вот в такой черной красивой коробке. И вот такой вот кулер отдельно. Вот такой вот красивый, черный. И вот такой вот у нас вентилятор. Самый обычный, понятное дело. Радиатор больше, чем вертушка, и выглядеть это будет, ну, 50-50. В общем, абсолютно новая башня на 4 медных теплотрубки с ТДП в 240 Вт. Этого за глаза хватит нашему 3600 XT. Цена такого по скидону обошлась мне в 20 бачей с доставкой. Давайте вскроем последнюю нашу упаковочку. Надеюсь, там скобы есть. Скобки на месте, все на месте. Достаточно большой тюбик термопасты, и, наверное, я даже его в этом видео использую. Изначально с этой башней я заказал корпус от PC Cooler, думал, будет неплохо мэчиться. Но когда корпус приехал, то я сразу не распаковывал, увидел, что он меньше, и когда убрал весь этот пенопласт, то понял, что таки я был прав. И продавец налюбил меня, указав, что этот корпус подходит для материнских плат ATX формата. Но не страшно, конечно. Следующая сборка у нас будет M-ATX. Причем продавец вроде официальный представитель PC Cooler на нашем маркетплейсе. Но да ладно, невелика потеря. А что у нас будет мэчиться с нашим корпусом от First Player, так это блок питания от First Player на 600 Вт. Он у нас голдовый, вроде все в порядке, по крайней мере я надеюсь, я всегда надеюсь, что все в порядке с блоком питания, когда покупаю их БУ. И как во всех других сборках, в комплекте с блоком питания нету комплектного провода питания. Так что надо будет это добавить в бюджет отдельно, провод. И все это добро я купил за 35
баксов. Ну и гонять воздух у нас будут самые дешевые кулера от Psyren, как и контроллер от этой же фирмы. Все эти контроллеры воняли, этот вроде бы не воняет, что уже в принципе приятно. Каждый из этих вертушек мне обошлись по 3 бакса, плюс этот контроллер, уже не помню сколько, он тоже где-то около 4-5, и с доставкой мне все это обошлось 15 баксов. Также особо рассказывать про SSD-шник нету никакого смысла, кроме того, как перекупы охуели. И этот SSD-шник мне обошелся в целых 25 баксов, а он у нас всего лишь на 256 гигабайт. Цены сейчас, конечно, конь, но с этим мы ничего поделать не можем. Он у нас фирмы Kioxia. Фирма как фирма, Китай как Китай, подвал не подвал, главное, чтобы он работал. Тут PCI-Express 3-го поколения, для игр это будет за глаза, для большинства рабочих задач это будет за глаза. В общем, вот такие вот реальности у нас по ценам, как-то переживем. Давайте к самому вкусному. А самое вкусное — это наша видеокарта. Пришла она без коробки, вот в таком вот пенопласте из-под коробки, погрызена мышами какими-то. Но не страшно, главное, чтобы ее не погрызли. И это у нас 1080 Ti, тоже от Aorus, самая топовая, как по мне, видеокарта. В прошлом видосе у нас была обычная версия от гигов, а теперь, скажем так, тюнинг-версия 1080 Ti в обвесе. Сильно, чтобы она, скорее всего, отличалась от обычных гигов, то нет, просто лучшее охлаждение. Больше здесь нечего добавить. Мне она очень сильно понравилась. В прошлом видео вы, скорее всего, надеюсь, вы это видели, как она работает. Очень даже стабильная, тянет все на высоких настройках, а это все, что нам надо. Даже тот же Hogwarts у нас почему-то залетел на ультрах, в отличие от того же Spidey или Horizon, которые просто шли на хороших настройках. Так что теперь нам надо посмотреть, что эта карта сможет с нашим 3600 XT. Это было самое главное, почему я ее взял. Тем более у нас получается прям вообще красота по брендам. Материнка и видеокарта у нас Aorus, корпус и блок питания у нас First Player. Из всего этого выбиваются только вертушки и система охлаждения у нас разных фирм. Но это не критично. Будущий хозяин сможет в любой момент поменять. Прошлый хозяин говорил, что она обслуживалась, что это была личная карта. Надеюсь, это все так. Мне не придется ее скрывать, менять опять же прокладки, термопасту. Будем видеть по нашим температурам, а обошлась она мне практически по низу нашего рынка, а именно 135 баксов с доставкой. А так в среднем у нас они стоят в районе там 150. Так что в принципе за эти деньги это великолепная видеокарта. Она дает по щам многим более свежим картам, там 20-й линейки, даже некоторым начальных 30-й линейки. Будем дальше тестить. В перспективе мы все выясним. Если все прикинуть, то он мне обошелся в целых 470 баксов, что в принципе немало. Так что давайте посмотрим сейчас, как он выглядит в собранном виде. Вот такой вот ПК у нас получился. Дерево добавляет ему красоты и не выглядит в принципе как бабушкин сервант. Мне нравится, я бы реально такой себе корпус однажды бы заказал. Вертушки тоже не будут лишними, вы можете выставить белый цвет, как по мне он больше всего подходит к этому корпусу. Также вы можете любой другой выставить или в принципе вообще выключить. Так он тоже выглядит неплохо. Но я оставлю его в белом, потому что оно реально смотрится хорошо. Материнка и видеокарта регулируются через приложение Gigabyte. Почему-то оно не хочет регулировать нижнюю вот эту вот часть, но ее особо в принципе таки не видно. А если вы задались вопросом, почему горит красненькая на дебаг панели, это горит потому, что у меня не подключена видеокарта к источнику, а именно к монитору. Когда подключу, она, понятное дело, пропадет. И на этом по внешке в принципе можно закругляться, размусоливать что-то нету смысла, так что давайте перейдем к тестам. Итак, наша AIDA. В этот раз с частотой процессора у нас все окей, и никаких задержек нет. Память я немного разогнал с 2666 до 3200, без каких-то смен тайминга. Слева у нас будут результаты без разгона, справа с разгоном. Также был переустановлен BIOS, не знаю, кому это может быть интересно, но если кому-то интересны результаты AIDA, ставьте на паузу, изучайте. В OCCT у нас тоже все хорошо, температура на процессоре составляет в пике чуть выше 80 градусов, что в принципе нормально для стресс-теста, но я думаю паста все же не самая, конечно, лучшая, и MX бы сохранила нам еще пару градусов. Но менять, конечно, термопасту я уже не буду, и по карточке у нас тоже все окей. Температуры держат в районе 80. Давайте перейдем к нашему бенчмарку. Тут у нас в районе 120 попугаев, и по температурам у нас тоже все ровно.
Кристалл раскаляется до 65 градусов, а вот по хотспоту мы уже знаем, что у нас в пике получается до 80. И теперь давайте к играм. Как всегда стартанем с наших поляков, а первым у нас будет Киберпанк. Качество у нас впечатляющее, хоть и рисует иное, потому что режим масштабирования включен, а он у нас FSR 3. Включен он на качество, также включено создание кадров, а качество текстур, понятное дело, высокое. Перейдем сразу к бенчу. И при старте у нас сразу же дает стоп 10 с плюсом FPS, температуры нашей карты спокойно держатся в районе 70 градусов с небольшим и 100%, понятное дело, загрузкой. В то же время, как по просу, у нас 65 градусов и в районе 70% загрузки. В некоторых сценах у нас FPS поднимается даже выше 150, но, понятное дело, стабилизируется ближе к 120-130. И по итогам теста у нас выходит среднее 126 кадров, что для этой карты, которой в этом году уже 9 лет, просто великолепный результат. В следующем году, я думаю, результат будет не хуже, когда ей уже исполнится 10. Давайте к геймплею. В старте у нас опять же ближе к 140 кадрам, но, понятно, ненадолго. Загрузка, естественно, в осечку, а вот проц болтыхается в районе 80. Даже во время боев просадка до 120 с редкими просадками до 100 – это максимально комфортный геймплей. И во время даже жесткого замеса мы имеем 100 кадров, что еще очень даже хороший результат. И даже проц у нас загружается до 90%. Во время езды по кругу смерти мы видим все тот же результат, что и во время жирного замеса, а именно плюс-минус 100 FPS с загрузкой в 100% по видяхе и даже 90% загрузка проца. Давайте перейдем к следующему. В Ведьмаке у нас по настройкам FSR 2, игра все же уже не свежая, поэтому выше второго поставить возможности нет. Качество FSR у нас высокое, а сами настройки игры у нас запредельный плюс. При старте в Новиграде нас встречает наш консольный гейминг, и мы видим наши 60 FPS, при этом и карта, и прос у нас не загружены на максимум. Видимо, игра уже и так берет все, что может с этой видеокартой и этого процессора, и больше ей не надо. На площади мы немножечко просаживаемся до 50 с небольшим FPS, но как только уходим с нее, все возвращается ближе уже к 70. Игра, кстати, потребляет 11 с копейкой гигов оперативной памяти, в принципе, плюс-минус так же само, как и в Киберпанке, так что 16 гигов нам, естественно, хватает с головой. Даже возле достаточно большой толпы в городе у нас нет особо никаких изменений. Но стоит нам только покинуть город и плюхнуться в воду, как сразу возрастает производительность карты и за ним повышается FPS. Карта в большинстве случаев загружается от 80% и выше в достаточно легких сценах открытого мира, и как только доходит до чего-то более серьезного, то мы видим и под 100% загрузки. А сам FPS все время держится около сотки и даже выше. В самих боях мы видим, что у нас почти 90 FPS, но стоит нам перейти в бой в лесу, как картинка немного портится. И в лучшем случае мы имеем те же 90 FPS, но скорее всего при большом количестве соперников стоит ждать в районе 80, не более. Следующий у нас Horizon. Тут возвращаемся к FSR 3 на качество и с генерацией кадров. Настройки у нас высокие. И в бою мы видим ближе к 100 FPS, которые то больше, то немного меньше, что в принципе окей. Загрузка карты на максимум и сам процессор тоже близок к максимуму. В лучшем случае он у нас работает на 80%. А вот во время полета у нас уже идет упор в процессор, а карта немножечко прохлаждается и работает на 70-80% с редкими скачками до 90%. Поэтому и FPS у нас тоже падает до 80-90% и бывают даже статтеры. В городе у нас преследует почти та же самая картина, и мы видим, что у нас больше упор в проц, чем в саму карту.
но порой они оба работают от 80%. И раз в этой игре у нас порой бывает упор в процессор больше, чем в саму карту, так что давайте сейчас сделаем небольшой разгончик через Ryzen Master. Путем нехитрых манипуляций я выяснил, что мой процессор лучше всего работает на частоте 4450 МГц, поэтому я залочил проц на этой частоте. Поехали, повторим все то же самое. Тут нас встречает ночь. Процессор работает на частоте 4442 МГц, и во время боя у нас уже разница небольшая все же есть. В обычном режиме мы в основном имели до 100 FPS, но в основном, конечно, колебались в районе 90 с небольшим, и даже редкими падениями до 80 с копейкой. А тут мы в основном все же имеем за 100, так что хоть у нас и был упор в карту во время боя, но все же бустануть до максимальной частоты процессор нам дало маломальский результат около 10%. А вот в полете ситуация уже хорошо улучшилась, и вместо 80-90 FPS мы уже видим за соточку, с редкими падениями, конечно, до 90. Это, конечно, не могло не повлиять на температуру процессора, и он медленно, но уверенно ее поднимает. Не знаю, что было бы, если бы он работал на такой частоте хотя бы пару часов. Да, конечно, кулер справляется и сбрасывает с 82 градусов ниже, но не знаю, если бы я поиграл так часа 2-3, может быть, он поднялся бы даже и до 90. Но это не точно. В городе особой разницы с разгоном или без у нас нету. Хоть процесс залочен, но он работает не на своем пределе, как и карта, в результате чего у нас тут в районе 80 FPS. Так что насчет разгона есть парочку вопросиков. Spidey. Тут у нас есть возможность включить режим низкой задержки и буст от Nvidia. Я его, конечно же, включил. Я считаю, что надо пользоваться всеми плюхами и не ограничивать себя. Вертикальная синхронизация у нас отключена и разрешение Full HD. Генерация кадров, FSR 3.1, масштабирование на качество, настройки высокие. Поехали. И при старте у нас уже под 100 FPS, а во время боя то в основном заваливает за 120. Но, конечно же, в основном это все-таки сотка. А если большая толпа, то и проседает до 90 FPS. Загрузка карты у нас составляет сотку, а вот с просом получается лажа. Я забыл его разлочить, и поэтому некоторые показатели могут отличаться. А могут и нет. Но загрузка процессора болтается до 70% во время боя, так что проса для этой карты предостаточно. Во время полета в сцене, где много пожарок, у нас FPS падает до консольного уровня. Связано это с тем, что это часть сюжетной линии или нет, я не знаю, но есть вероятность, что в свободном мире при большой толпе такая просадка может быть. Но потом у нас, конечно, все немножечко стабилизируется до 100 FPS, загрузка железа не меняется, поэтому полет проходит в принципе хорошо. А если вы хотите больше FPS, вы всегда можете посмотреть в небо, и тогда ваши показатели тоже взлетят в небо. И закончим все это по Трианной, как всегда. Опять-таки FSR 3 на качество, а все настройки в ультра. На площади при старте у нас приятная такая картинка, почти 120 FPS. Но как только мы начинаем двигаться, то все сразу проваливается, но, конечно же, в итоге все выравнивается и держится около 90 FPS, что, в принципе, приятно. При этом ни карта, ни процессор не загружены на максимум. А точнее, карта бывает иногда загружена, но достаточно в редких случаях. Поэтому ожидать каких-то больших показателей в городе, где все заспомнено по стандарту, не стоит. А вот в лесу уже долбит в отсечку. И мы видим, что и FPS у нас приятнее, выше 110, но это магия в Хогвартса. Во время небольшого боя, в принципе, ничего не меняется. Так что мы имеем за соточку FPS, а процессор у нас почти все время на чиле. И, кстати, среди всех игр Хогвартс съедает больше всего оперы, а это в районе 14 гигабайт, когда все остальные, ну, в лучшем, или точнее в худшем случае берут 12. Все равно для этой платформы 16 гигов хватает с головой. Вот такие вот тесты у нас получились, на которые я, как всегда, убил пару дней с монтажом. И какие мы можем подвести итоги? 1080 Ti все еще может, умеет, и с ценами на оперу эта карта становится снова актуальной. У нее нет никаких проблем с Full HD на минимум высоких настройках, а то и выше в некоторых играх. Да, может это через FSR, правильно это или нет, решать, понятное дело, вам, я думаю, нет никаких проблем. Но выбор всегда за вами. У этой карты, конечно, нет DLSS, это немножечко жаль, но в принципе не страшно за эту цену.
FSR неплохо таки справляется, и лично я вообще не присматриваюсь во время игр во всякую эту мелочь. Тем более с учетом ее цены. По процу тут очень даже спорно, точнее в этой связке, в этом варианте. Большинство игр у нас все же с упортом в карту, а не в процессор, и брать 3600 XT немножечко бессмысленно. Он более редкий и процентов на 30-40 дороже лично у нас. Смысл есть только если вы играете в какие-то процессорозависимые игры типа Rust или в другую любую. И даже если вы решитесь на разгон, как я это сделал, исходя из нашего опыта с Horizon в боевых сценах, то можно сделать вывод, что при разгоне это больше даст вам какую-то стабильность, нежели какой-то буст. А именно у вас не будет каких-то просадок по кадрам, как без разгона. Обычного 3600 XT вам хватит точно, а где упор в процессор будут немножечко в потере, но не думаю, что это будет страшно. Лучше сэкономить, взять обычный 3600, а эти деньги потратить на карту и взять какую-то 2080. Особенно если вы сэкономите на той же самой материнке, возьмете обычную B450, то тогда вам точно хватит на 2080, может даже и супер. Ведь процессор и мать в данном исполнении это немножечко такой перебор. Мать подходит больше для жирных процессоров 5000 линейки. Будущий хозяин, конечно, сможет в перспективе купить лучший процессор, лучшую карту и посидеть еще пару лет на AM4. Ведь с этими ценами на оперу даже игры особо развиваться, я думаю, не будут. Поэтому я считаю AM-платформу снова актуальной, 1080 Ti для Full HD и на высоких настройках снова актуальный, так что дерзайте. Если вы хотите собрать бюджетную сборку на БУ комплектующих, смело могу рекомендовать вам платформу AM4. Берите 3620 и какую-то мать на B450 чипсете и не знайте себе горя в ближайших года так 3. А 1080 мое почтение. Надо пережить этот бум искусственного интеллекта, который, я думаю, продлится еще парочку лет. Как это было, в принципе, с майнинг-бумом. Ничто не вечно. А на этом, в принципе, я буду с вами прощаться. До новых встреч и пока-пока.